Ребята, всем доброе утро! На часах у нас 6 часов утра. Смотрите, я не сплю уже с часов 5, наверное. И потом увидела на прогнозе погоды, что в 6 часов утра должен начаться снег. Смотрите, какая красота! На камере вообще не видно, потому что еще темно. Но вообще так все заснежено, белое-белое. Видите, вот там вот какой лопатый и густой такой снег. Класс просто. Вы знаете, я хотела на рождественские праздники поехать в Украину. Там поделать свои дела, увидеть снег тоже, снеговиков полепить. Но похоже, что Украина пришла со мной сюда. Частичка Украины привезла с собой. Какой классный снег, супер. Я бы хотела, чтобы сын тоже увидел. Заходи, блудная девица. Всем доброе утро! У нас 9 часов утра на часах. Отвели сына в школу и идем с мужем во вторую школу. Несколько дней тому назад нам поступило предложение перейти в другую школу. Эта школа была первая в нашем списке. Когда мы поступали в английскую школу, нужно было выбрать при регистрации свой список топ-5 школ, в которую ты хотел бы поступить. И вот эта школа, которая была с нашего списка вот на первом месте, нам несколько дней тому назад позвонила, предложила перейти, если у нас осталось желание. У них освободились места. Поэтому мы сегодня идем посмотреть, поразговаривать, поближе поснимаю вам. Внутри обещать не буду, потому что это навряд ли, потому что нельзя снимать, насколько я знаю. Но снаружи обязательно поснимаю. Я думаю, что она выглядит получше, чем наша сейчас. Там есть площадка, насколько я помню. И сейчас мы идем по нашему району, Хейс тоже. Хотела сказать Хейстаун. Возможно, это и есть Хейстаун. Давайте покажу вам, как выглядят дома здесь. У нас, кстати, мороз, у меня щеки такие красные. Не знаю, видно или не видно. Пар со рта. Давайте покажу вам, как выглядят дома здесь. Нравится вам или нет. Давайте буду показывать. И, кстати, в некоторых дворах есть пальмы и такие зеленые насаждения. И так интересно смотреть, как мороз, иней везде. Или машина заморозилась, покрылась, да, и пальмы. Так интересно это все наблюдать. Видите, как здесь, я вам уже показывала, чаще всего это дворы и без забора. То есть раз, улица и уже вход в дом. Как видите, вообще нет заборов. Наверное, у нас район не такой опасный, поэтому люди даже не ставят. Есть, конечно, заборы, но, видите, раз и зашел. Это такой, наверное, спальный более район. Видите, здесь нет ни магазинов, ни ничего. Просто дома и на два хозяина. Это у нас у бабушки тоже в Украине. Дом на два хозяина, и это не очень удобно. Не знаю, как здесь. Но вот у бабушки в Украине не очень удобно, потому что вторые соседи уже лет 10 не живут, а огороды рядом, сами понимаете, трава растет и все остальное, крышу нужно покрывать. И очень это неудобно. А здесь вот я смотрю, что это реально популярно. И как видите, такие дома это не на одного хозяина. А на нескольких, на два. Вот я вижу 2 двери входные. То есть вот тоже домик, да, вот вход. И дальше дверца, вход. Такие крыши белые, видите, у нас заморозилось все. Но выглядит вот дома некоторые прям красиво. Такие насаждения. Но я все-таки, хоть и красиво выглядит, но склоняюсь к тому, чтобы жить
или в квартире, или в доме, но там, где движение есть, как уже говорила не раз. Не люблю, когда вот так вот сильно тихо, ничего интересного. И чтобы доехать там, купить что-то, нужно обязательно иметь машину, потому что, как видите, ни магазина, ничего рядом. То есть забыл там, сделал себе покупки, забыл купить там элементарно масло, хлеб, и нужно опять садиться в машину и ехать. Ну, это точно не для меня. Вот у кого-то вообще забор, чтобы и дом не было видно. Кто-то уже тоже поукрашал. На видео, наверное, не видно, но эти, как для елки, забыла, как называются. Украшения на доме. Прикольно. Видите, то есть раз, дорога вот, и без забора, двери, вот так вот чаще всего, по крайней мере в нашем районе. Кстати, рука так уже подмерзла прилично. Пешком от нашего дома к школе, к новой, около 17 минут. Ну, конечно, смотря каким шагом идти. Please don't feed the pigeons. А вот и наша школа. Я вам уже несколько видео показывала нашей теперешней школы. А посмотрите сейчас, вот это вот уже начинается школа, какая территория огромная. И здесь, что мне нравится, есть, во-первых, очень много места, и не будет такого столпотворения, как в нашей школе, когда приходит время забирать детей, и очень много родителей приходят, и прям маленький вход, и мы толпимся там, пока выйдешь, ой, это ужас. А здесь, я смотрю, очень огромная территория, много ворот, не знаю, конечно, со всех можно выходить или с одних. Но видите, уже вот школа начинается, и вот она, настолько огромная территория. И что очень интересно, здесь есть площадка. Вот там вот площадка, вот там вот деревянная площадка. В общем, смотрите, как у нас все замерзло. Поближе покажу. Смотрите, как замерзло все. Классно так выглядит. Но рука, которую снимаю, уже, конечно, замерзла прилично. Вот такая вот здесь зима начинается в Лондоне. Вот такая вот территория, вот остановка, если на автобусе ехать, и через дорогу уже школа. Я уже одела маску, надеюсь, меня будет слышно. Смотрите, при входе есть вот такое вот место, где вы можете оставить коляски, самокаты. Такая вот огромная территория. И по правой сторону здесь ресепшн тоже. Смотрите, какая большая территория здесь вообще. Там площадки. Ну вот мы уже и вышли. Все это дело заняло буквально 1 минуту, чтобы поговорить. Нам дали, как всегда, вот такую форму заполнять. Мы забрали ее с собой домой, потому что форма занимает примерно 30 минут, чтобы все прочитать, заполнить. Видите, столько машин здесь, или учителя приезжают, или то. И выходим. Видите, это вход, там вот вы звоните, чтобы зайти. Такая вот здесь территория возле школы. Мне понравилось, как выглядит ресепшн, как там все по-новому. Соответственно, скорее всего, в классах и во всей школе тоже будет более новое, чем в нашей. Так что осталось дело за малым. Заполнить форму, купить униформу и все. Андрею здесь точно понравится. У нас, кстати, ввели маски с завтрашнего дня. Получается, какое сегодня число? 29. С 30 числа у нас вводят маски, насколько я поняла новости. А этот месяц, да, до 30 ноября, я ходила полностью везде без масок. Любой супермаркет, любой автобус, транспорт, любое место я была без маски.
И знаете, на какое-то время я даже подзабыла обо всей ситуации. Ну, не то чтобы подзабыла, но немного расслабилась, знаете. Потому что я такой человек, когда смотрю там симптомы, о, у меня похоже, или горло там уже месяц болит, и я начинаю там придумывать себе, в общем. А вот на этот месяц я немножечко подзабыла уже, подзабила на эти маски, расслабилась, просто доверилась миру, так сказать. И вот у нас снова вводит. Кстати, я сейчас иду по парку, мне так тепло, у нас очень холодно. Это единственное, для чего нужна маска, чтобы не замерзнуть. Если бы не было бы этого правила, я бы даже ее не одевала. Я уже как-то и забыла, когда последний раз ее одевала. Обычно всегда одевала в транспорт и в супермаркеты, а последний месяц, как я сказала, вообще расслабилась. Забрели мы, короче, вот здесь я, насколько поняла, парк это, в моем понимании, парк это там, где есть детская площадка, где какие-то развлечения или что. Здесь вот парк это, ну, по крайней мере, мы вот уже сколько прошли, и здесь просто вот дорога куда-то ведет, мы куда-то идем, туда, туда. Люди даже есть, он бегает, ходит. Ну, бегать разве что здесь классно, да, никого вообще нет. Смотрите, как все заморозилось. Не видно, наверное. Девчонки и ребята тоже. Хочу похвастаться, муж только что приготовил офигенную курочку. А здесь в духовке запекается еще какой-то десерт или пирог. Я даже не знаю, как это должно выглядеть. Муж сказал, что это какой-то индийский десерт или пирог, или торт. Не знаю. В общем, посмотрим. Там внизу домашняя карамель он приготовил. И вот это вот тесто. Не знаю тоже из чего и как. Попробую, потом поделюсь с вами. Happy birthday. Finish. We still celebrate the happy anniversary. Well, yes, it's part of that. It's like waiting first day in Ukraine, second day and third. And we celebrating. Next time we should put in another plate. It's good, the recipe is good. Came out perfect. Ребята, у нас в супермаркете стоит вот такой аппарат, в котором вы можете поменять ваши монеты на деньги. Изначально мы думали, что монеты можно поменять на бумажные деньги, но потом в итоге оказалось, что этот аппарат меняет ваши монеты на чек, с которым вы можете пойти в этот же самый супермаркет и оплатить вашу любую покупку. Вот так вот деньги засовываются в такую вот емкость для монет, вы ссыпаете их вниз, и аппарат, как вы видите сейчас на экране, автоматически подсчитывает, сколько же у вас монет, и потом, сейчас вы сможете увидеть, выдает чек, с которым мы пошли потом в супермаркет и оплатили сыну покупку, то, что он захотел. И, конечно, аппарат за это получает свою выгоду, около 10%, если я не ошибаюсь, вы платите за то, чтобы обменять вот ваши монеты на такой чек. Это не очень удобно использовать при малом количестве денег, но когда вы разбили копилку и не хотите таскаться с монетами, то почему бы нет, очень даже удобно. Всем уже добрый вечер. Мы забрали сына со школы, и у нас есть ровно 1 час для того, чтобы приобрести новую форму в новую школу, поэтому сейчас покажу вам новые районы, новые здания, как здесь все выглядит и чем отличается наш район от другого. В принципе, все то же самое. Это улица Гринвей. This is school, dear. Behind us school. Смотрите, какая школа. В принципе, везде то же самое, только когда мы ехали по одной узкой дороге, было ощущение, что мы попали в какой-то вообще маленький городок.
Вот, кстати, Uxbridge High School. Это школа, смотрите здесь, такие локальные магазинчики. Это школа High School, то есть там учатся только взрослые дети. Видите, она такая одноэтажная. Вау! Сейчас вам попробую поближе заснять. Смотрите. Вот такая вот одноэтажная школа. Хотя есть и двухэтажное здание. Огромное. Вот там вот она началась. И здесь вот. Видите, как вот там вот вдалеке тоже. Мои уже далеко отошли от меня. Видите, какие здесь дома? Вот мы просто идем по улице, по аллейке. И вот у людей нет ни забора, ничего. Остановка рядышком. Здесь тоже школа продолжается. Видите, какая она огромная. Хотели бы жить в таких домах? Нравится ли вам? Я уже у вас неоднократно спрашивала, но у меня каждый раз появляются новые зрители, поэтому спрашиваю у вас, нравятся ли вам вот такие вот дома, когда вы видите, вот остановка, вот дорога, аллейка, раз, и вот дом, вход. Хотели бы жить в таких домах? Мне не очень нравится то, что нету ограждения. И у некоторых домов есть огромная территория возле дома, но она не ограждена, и как бы просто зря теряется вот это вот место. Если можно было бы поставить батуты или какие-то развлечения для детей, да, для взрослых, там, не знаю, столики поставить, какой-то барбекю. Но вот здесь, видите, то есть у нас бы в Украине, например, уже бы давно разбили эти окна, особенно те, которые без решеток. У нас вряд ли встретишь в Украине дома, когда вот так вот без забора, еще без решеток. Это первый дом с решеткой. Или то даже, наверное, не решетка, а просто для украшения такие, как, знаете, старые окошки. Это район Uxbridge. Здесь мы еще не были. Идем по райончику, поэтому решила вам показать, потому что вряд ли я сюда еще раз приеду. Немножко прошлись дальше, видите, такие, как это назвать, двухэтажные здания. И для каждого человека, вот, сейчас как вам показать. Короче, по части для каждого человека двухэтажные. Видите, у нас это называется в Украине двухэтажное здание. Видите, то есть вот дом, и нету ни ограждения, ничего. Вот такие вот здесь дома. Мы только подошли, и свет включился. Видите, как я вам и сказала, почти все дома без ограждения, без ничего. Вот я не знаю, мне, например, было бы страшновато жить вот так вот без забора, без ограждения. Ну, эта калиточка ничем не поможет. Конечно, возможно, район здесь не опасный. И здесь нет никакого криминала и кражи, но часто в русских группах от русско-украинских людей я читаю, что они ставят камеры для того, чтобы видеть, кто подходил ко двору. И часто они жалуются, что видят каких-то мужчин. И смотрите, какое старое здание, да? Видят каких-то мужчин, в принципе, людей, которые подходят к их двору, и им страшно, потому что они остаются одни без мужчины, без мужа, потому что он на работе. Видите, то есть раз и дверь. Смотрите, тут дальше нашла такое старинное здание, как будто. Здесь такой прям тихенький район, видите? Вот такое здание тоже интересное.
Кстати, я вот впервые за долгое время в обычном спальном районе увидела вот такое вот высокое здание. Интересно, это там квартиры или... А вот вообще, смотрите. Раз, вот моя рука, и вот уже и дверца. То есть, не знаю, как люди так живут. Видите, раз. И не страшно им. У нас, кстати, дождь начался. У меня нет ни капюшона, ни зонта. Хорошо, хоть он не сильный. Улица называется Q Close. Видите, как все близко находится. Можно в окошки позаглядывать. Ой, big raining starting. А вот так вот выглядит не туристический Лондон. И форма вот здесь продается. Вообще очень далеко, на окраине Лондона. Мы, можно так сказать, не в центре живем, а подальше. А это здание вообще. Видите, вот там вот школьная форма продается. Я бы вообще не подумала. Видите, здесь тоже такие дома, видите? Они на два хозяина. То есть это не на одного, а на двоих. Видите, сразу рядышком две двери находятся. Здесь татушки. Вы бы поняли, что здесь форма продается. У нас прям дождь был, намочились. Такой как склад, как фабрика выглядит. К сожалению, внутри поснимать не удалось, нужно было очень быстро выбирать форму, потому что магазин закрывался. Видите, school wear, школьная форма. Друзья, всем доброе утро. У нас 9 часов утра на часах. Отвели сына в школу. И несколько дней тому назад нам